Упоминая хищных зверей нашей страны, многие из нас чаще всего подразумевают волка или медведя, при этом незаслуженно забывая о рысе, которая является одним из важнейших звеньев лесной экосистемы. В этой истории главным героям довелось узнать цену преданности не только рыся, но и всех зверей в целом. Произошел этот случай в одном из поселков средней полосы России, окруженном с нескольких сторон величественными хвойными лесами. Теплым июньским днем в поселок прибыла группа молодых парней на автомобиле. Сложно сказать, приехали ли они к кому-либо из родственников или же решили просто заняться туризмом. Но то, как гости стали себя вести дальше, просто шокировало. Включив громкую музыку, они поставили автомобиль в тени раскидистого клена и стали распивать спиртное. Конечно, местные жители пробовали урезонить нарушителей спокойствия, но все их попытки, к сожалению, не принесли желаемого результата. Но после того, как на улицу вышла молодая девушка, приходившаяся внучкой пожилой доярки, ситуация заметно обострилась. Поскольку девушка была хороша собой, ее появление сразу привлекло внимание разгоряченных алкоголем молодчиков. Увидев, что красавица оставила их комплименты без внимания, молодые люди тут же предприняли попытку затащить ее в свой автомобиль. В этот самый момент произошло событие, которое впоследствии подвыпившие хамы будут вспоминать с содроганием и страхом. Дело было в том, что сразу после нападения на девушку из ближайших кустов выскочила огромная рысь, которая с яростным рычанием накинулась на ее обидчиков. Раздавая оплеухи направо и налево, лесная хищница довольно быстро восстановила справедливость и обратила негодяев в бегство. Никто из местных жителей не знал толком, откуда появилась эта рысь и каким образом она попала в поселок. И только внучка пожилой доярки, загадочно улыбаясь, знала, в чем было дело. А началось все это 3 года назад с того, что охотник из района нашел в лесу детеныша рыся, мать которого убили браконьеры. Отлично зная о том, что полуслепой старушке в поселке требуется котенок, охотник решил пойти на хитрость и продать ей рысенка. Поскольку старушка жила в одиночестве, обмануть ее для мошенника не составило большого труда. Воспользовавшись слабым зрением пожилой женщины, охотник забрал у нее последние деньги и вручил отчаянно мяукающего рысенка. Радуясь неожиданной удаче, мужчина в спешном порядке уехал в райцентр, а полуслепая старушка начала с трепетом и любовью ухаживать за своим новым питомцем. Лишь через месяц, когда к ней приехала в гости ее внучка, она узнала, что растит не котенка, а самую настоящую рысь. Внучка сразу заметила у малыша характерные кисточки на ушах и поняла, что ее бабушку обманули. Но за это время старушка так привыкла к своей питомице, что наотрез отказалась отпускать ее в лес. Прирученная лесная хищница очень любила свою хозяйку и ее внучку, которые заменили ей семью. Именно эта рысь и спасла девушку от обнаглевших хулиганов, которых после изрядной дозы спиртного потянуло на подвиги. После случая с нападением слух о ручной рыси мгновенно разлетелся по округе, превратив ее в объект внимания и любви. Сложно сказать, была ли права старушка, когда отказалась выпустить маленького детеныша рыси в лес. Скорее всего, женщина прекрасно понимала, что без помощи человека малыш попросту погибнет в дикой природе. Конечно же, запуская цепочку добра, женщина не могла знать о том, что через каких-то 3 года эта рысь спасет ее внучку. Поэтому, совершая хороший поступок, не стоит ждать мгновенной отдачи. Вместо этого лучше сконцентрировать свое внимание на том, кому в этот момент помощь нужна больше всего. А бумеранг добра рано или поздно сам найдет своего владельца. Друзья, если вам понравилась эта удивительная история, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Всем пока!